Здравствуйте, дорогие зрители! Вы на канале Hair Constructor. Меня зовут Сергей Кимяев, и в этом видео я сделаю стрижку каскад. Именно в той технике, в которой она была выполнена впервые ее создателем в 60-х годах 20 века. Но главный момент, о котором нельзя забывать мастеру, то что слово каскад в дословном переводе с языка основателя означает плавное спадание волос на нет, а не определенную какую-то коллекционную стрижку с четкой длиной в секциях. Все, что называется лесенка, ступенька, это все каскад. Это все плавное спадание волос от коротких к длинным. Поэтому спорить, какая стрижка каскад, а какая нет, я думаю, бесполезно. Среди профессионалов уж точно. Мы можем лишь спорить, какой это каскад, с резким спаданием или наоборот более плавный. Друзья, досмотрите это видео до конца, и вы узнаете 5 важных деталей, о которых не знают даже многие преподаватели. Если вы еще не подписаны на наш канал, обязательно подписывайтесь и жмите колокольчик, чтобы узнать о новых видео первыми. И не забывайте, пожалуйста, ставить лайк. Поехали! Делаем деление как на видео. Отделяем теменную зону до сагитального пробора, который проходит от уха до уха через точку распада. Отделяем височно-боковые зоны. И всю затылочную зону делим на 3 равные секции. Начинаем с теменной зоны. Выделяем центральную вертикальную секцию шириной 2 см. И тут зачастую возникает один вопрос. А какой же должна быть длиной первая контрольная прядь? От чего отталкиваться? Ответ очень прост. Отталкиваемся от пожелания клиента по длине челки. По кончик носа, по разрез губ, или по подбородок, или ниже подбородка на несколько сантиметров, как в этом случае. Но что же делать, когда клиент уже носит короткую челку? Тогда нужно отталкиваться от пряди также центральной вертикальной секции, следующей за челкой в теменной зоне, и смотреть, до какой длины она будет падать в район скул, и также учитывать пожелания клиента. Правильно задав контрольную прядь, вы уже на полпути к успеху, иначе можно все испортить и потерять клиента навсегда. А как известно, один довольный приведет одного нового, а один недовольный отговорит 10. Следующий шаг – это всю теменную зону нужно подстричь по контрольной, создав ровную линию плоскость. Выделяем пряди шириной 2 см, распределение 90 градусов, подъем также 90 градусов. Линия среза прямая, срез ровный. Перед срезом обязательно убедитесь, что каждая прядь на своем месте. Это когда соединение между пальцами ровно посередине пряди, не перетянув ни в одну из сторон. Захватите прядь так, чтобы в ней был 1 см ранее обработанный и 1 см обрабатываемый. У вас должно быть 2 ориентира. Один ранее обработанная прядь, другой это наша первая центральная вертикальная контрольная. Обязательно перпендикулярным пробором проверяйте линию среза всей обработанной секции. С противоположной стороны теменной зоны выполняем ту же технику, ориентируясь на контрольные пряди. И опять обязательно проверяем баланс.
Переходим к височным зонам. Тут есть один важный момент. Всю височно-боковую зону мы должны подтянуть к ранее обработанной теменной. При этом мы ориентируемся не на всю зону, а только на крайнюю прядь теменной зоны, расположив ее перпендикулярно полу, и к ней в этом положении подтягиваем всю височно-боковую зону. С противоположной стороны делаем то же самое. Переходим к затылочной зоне и начинаем с центральной секции. Ориентир наш будет также крайняя прядь в теменной зоне. Мы точно так же должны зафиксировать контрольную прядь перпендикулярно полу относительно ее местоположения. И горизонтальными проборами шириной 2-3 см подтягиваем всю секцию к контрольной. Перед каждым срезом обязательно убедитесь, что контрольная прядь не смещена. И только после этого делайте срез. Далее переходим к правой боковой секции затылочной зоны. Используем ту же технику. И тут у нас уже два ориентира. Один от центральной секции затылка и второй с правой височно-боковой зоны. И последняя секция в затылочной зоне. Тут мы, естественно, используем ту же технику, ориентируясь на две ранее подстриженные секции. Центральную затылочную и височно-боковую левую. Следующий шаг – это оформление длины. Важный момент, от чего отталкиваться. Тут мы будем отталкиваться от самой короткой пряди. А как мы понимаем, самая короткая прядь будет в зоне над ухом. Именно она будет являться нашим ориентиром. Волосы распределяем в натуральном падении, без подъема. Линия среза круглая, повторяющая форму головы. Срез точечный. Если бы это был клиент, я бы стриг на плечах и спине, и это был бы квадрат, поэтому не путайте. Следующий важный момент, который, к сожалению, не все знают, это положение клиента в момент создания ровной линии. Очень важно, чтобы клиент в кресле сидел ровно, практически как школьник за партой, не закинув нога на ногу, не растекшись по креслу и скривив позвоночник. Если не придать этому значению, то когда он встанет в свое естественное положение, линия съедет в одну из сторон. Если спинка кресла мешает созданию ровной линии, не стесняйтесь поставить клиента, предложив ему держаться за спинку кресла. Но стоять он должен ровно на двух ногах, не переминаясь с ноги на ногу во время самого среза. Иначе опять будет линия кривая, а виноватым будете вы.
Далее переходим к оформлению волос у лица. Все клиенты носят по-разному. Кто-то на одну сторону, кто-то на центральный пробор, кто-то чуть смещенный от центрального пробора. Так как наш клиент носит смещенный пробор, будем оформлять волосы с двух сторон и направлять их от лица, чтобы они ложились сами практически без укладки. Поверьте, это многие просят, кто носит длинные челки. Захватываем прядь и отчесываем ее в том направлении, в котором хотим, чтобы она лежала. Далее скользящим режущим срезом начинаем задавать ей направление. Работаем только прямыми ножницами, филировочные все испортят. И без профессиональной укладки волосы никогда не лягут, а будут просто торчать. Следующий шаг, который должен знать профессионал, что перед тем, как брать в руки круглую щетку и начать тянуть волосы, их нужно просушить. Нельзя мокрые волосы протягивать круглой щеткой, да еще и горячим воздухом. Это сильно их травмирует. Сушим без сопла, теплым воздухом, не горячим. Сушим в разных направлениях, чтобы разбить корни и сделать естественный объем. И только после этого можно брать круглую щетку, надеть сопло, включить горячий воздух, чтобы зашлифовать чешуйки. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, задавайте свои вопросы в комментариях, я буду рад на них ответить. И да пребудет с вами вдохновение. До встречи в следующих видео. Пока-пока.